Привет всем любителям пива, с вами Янка Алка, и у нас на обзоре линейка старого мельника из бочонка. До этого у меня был обзор на старый мельник из бочонка темная бархатная, но я думаю, я удалю этот обзор, потому что лучше я сделаю сразу на всю линейку пива. У нас три варианта пива, есть еще безалкогольное я сюда не включал. Это старый мельник из бочонка мягкая, светлая и темная. Тут, кстати, стоит 100% солод у нас. Недолго ждем, начинаем. Старый мельник из бочонка мягкая, 100% солод. Почему 100% солод? Потому что вот здесь уже идет не соложонка. В составе у нас вода питьевая, солод пивоваренный ячменный, хмели продукты. Плотность 10,6, 4,3 алкоголя. Открывается у нас, откручивается, это круто, кстати. Большой плюс. Стаканы у нас сегодня нестандартные. Я их купил под сидры, но я думаю, что пиво тоже в них можно будет обозреть. Именно для дегустации. Они очень прикольные. Это как бы тюльпан, только без ножки. Так, смотрите. Светлое, очень светлое пиво. Пена, кстати, шапка довольно неплохая. В аромате чуть солода и хмеля. Совсем чуть-чуть. Но пока ничего плохого нет. Единственное, очень светлое. Хотя, что мы хотим от десяточки. Кстати, обратите внимание, белковые пузыри в бутылке. Ну вот постояла, и мне казалось, что должна немножко ароматика больше улучшиться, на самом деле нет пока. Давайте пробуем на вкус. На вкус пусто, чуть-чуть солодовое, на послевкусие есть чуть-чуть хмелька и чуть-чуть кислинки, если честно, есть тоже. Это пустой лагерок, да, чуть-чуть хмелька есть и кислинки чуть-чуть. Кислинки не должно быть. Пока это минусовое, но не ужасное пиво. Это обычный российский, скажем так, лагерь на троечку из 10. Так, старый мельник из бочонка. Светлое пиво, 5,0 алкоголя, экстрактивность начального сусла у нас 11. В составе вода питьевая, солод пивоваренный ячменный, ячмень, вот здесь есть несоложонка и хмелепродукты. 0,45 бутылка. Россия не наебать не может, скажем так. Открываем пробочку и наливаем. Здесь уже цвет более золотой, видно, да? Более насыщенный цвет, более пивной, скажем так, уже в золото, в солому, так и должен, по сути, лагерь выглядеть. Но здесь видите сами, что пены нет. Очень мало, пенная шапка не стойкая. Вот, смотрите, здесь на бокале, да, оставалась пенка, опускалась, и до сих пор уже 2 минуты она еще не ушла, пена. Здесь ее было мало сразу же, и она уже исходит, скажем так, на исходе. Пена слабенькая. В аромате, как ни странно, ничего нету. Аромат пустее, нежели мягкая, но здесь есть алкоголь, спиртуозность. Чуть солото и спиртуозность, не знаю, сейчас может оно и кислит еще. Мне кажется, это будет ужасно. Ну давайте попробуем. Спиртуозно, солодово на вкусе. И послевкусие вот это вот плохое. Да, и кислятина. Чуть горчинки и кислит. Два вида хмеля. Ну, в аромате вообще нету. Есть вкусовой хмель, горчинка есть все-таки на послевкусие. На вкусе и на глотке есть кислинка, и на послевкусие есть кислинка. Мне это не нравится. Следующий у нас последний конкурсант. Старый мельник из бочонка, темное бархатное пиво. Тут рецепты старорусские, параша разная расписана, конечно, для дурачков. Экстрактивность 10,3, алкоголь 4,2. В составе вода питьевая, солод пивоваренный ячменный, сахар, хмель и хмелепродукты. Вот так. У нас здесь есть сахар. Для чего, я не особо понимаю. Зачем здесь сахар? Тут вроде как было заявлено три разных солода. Может, вместо какого-то солода положили сахар, вместо жжёнки просто сахар. Здесь, кстати, тоже белковые пузыри. Аромат чуть-чуть кофейный, снова кислит. Но пенная шапка неплохая, смотрите сами. Цвет темно-коричневый, янтарный. В принципе, такое бархатное должно быть. Насколько я понимаю, бархатное. Мелкозернистая пена, посмотрите. Очень хорошая. Кстати, я плохую оценку поставил до этого на обзоре. Пока здесь ничего плохого нету. Возможно, был плохой образец у меня. Сейчас пробуем на вкус. Ладно, из бархатного пива. Нормально. Если бы не алкашка. Я не знаю, как они умудряются. И на послевкусие алкоголь. Вот это пиво 4,2 алкоголя. Я в прошлый раз, по-моему, отмечал, что здесь алкоголь выпирает, его спиртуозность и на вкусе, и на послевкусие есть. И до сих пор это спиртуозность. 4,2, оно самое спиртуозное из всех. Офигеть. Я не знаю, как они умудряются сделать это пиво спиртуозным. Возможно, они специально его делают. Если бы спирт в этом пиве не выделялся, я бы поставил бы легко этому пиву баллов 5, а то и 6. Потому что в аромате, внешний вид, все очень хорошо. Смотрите, пенная шапка, мелкозернистая, цвет красивый, устойчивая. В аромате ничего кислоты вот сегодня не ощущается в аромате. Чуть кофеек, все хорошо, темный лагерок у нас, все класс.
Дальше глоток делаешь, все, там спирт, сахар. Я не знаю, это солодовая сладость, ну, в общем, на глотке сладко, дальше спиртуозно. А как они умудряются делать или два спиртуозным таким пивом, я не понимаю. В общем, я ждал худшего, оказалось, все не так уж и плохо. Это пиво я точно не буду покупать. Если выставить баллы, то это 4, это 3, это 4. Повторюсь, если уйдет отсюда спиртуозность, это может быть 5 и 6 баллов. Покупать это пиво можно, но есть другие варианты пива из масс-маркета, которые поинтереснее. Вот это вот было бы реально неплохое, потому что аромат классный. Все хорошо с темным бархатным. Единственное, убрать в нем спиртуозность. Возможно, оно таким доходит. Возможно, это такая варка 16.07.22. Я не помню, если честно, надо глянуть, какой варки я тестировал до этого. Вот это тоже спиртуозное, но это без пены, пустое в аромате. Во вкусе спиртуозное нет. Это 3 балла. 4, 3, 4. Покупать можно. Пить можно, но я не рекомендую. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.